Добрый день. Согласно Конституции нашей страны, мы все живем в правовом государстве, где каждый из нас – личность, и наши права, наши свободы являются высшей ценностью государства. Но как часто мы задумываемся о наших правах? Постарайтесь вспомнить тот момент, когда вы впервые осознали, что вы личность, и у вас есть права. Я лично очень хорошо помню этот момент. Мне было 12 лет. Я училась в 7 классе в одной из алматинских школ. Это был 1998 год, и тогда впервые в нашу школьную программу ввели факультативный предмет «Права человека для всех». Этот предмет разработали академики Казахской государственной юридической академии, а нашими преподавателями были сами студенты-юристы. В течение всего школьного года мы в очень интересной и интерактивной форме изучали наши права. Каждая неделя была посвящена определенному праву. Право на жизнь, право на свободу, право на независимый и беспристрастный суд, право на свободу слова, свободу убеждений, свободу религии. У нас было очень много ролевых игр, проводились дебаты, дискуссии, даже упрощенные судебные процессы, цель которых была дать каждому школьнику выразить свое мнение о соблюдении прав человека. Для меня было настоящим открытием, когда я читала Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 года. Тогда я впервые узнала, что я личность. Оказывается, у меня, у ребенка уже есть очень важные права, и государство, и все вокруг обязаны их соблюдать. Но в то же время я очень быстро начала замечать, что мои права и права моих сверстников систематически нарушались. И наиболее уязвимыми мы были в школе. К сожалению, я не понаслышке знаю, что значит стать жертвой физического насилия в школе. Я училась в 8 классе, когда мои родители всей семьей мы переехали из Алматы в небольшой городок в Алматинской области. Я начала учиться в самой лучшей школе этого города. У меня был один одноклассник, ребенок из благополучной семьи местных предпринимателей. Поначалу он пытался привлечь мое внимание, но потом он стал ко мне задираться, начал говорить мне обидные вещи. Когда я жаловалась родителям, мама меня успокаивала, говорила: не переживай, ты ему, видимо, просто нравишься, ты не обращай внимания, и все пройдет. Окей, я терпела, молчала, но потом мой одноклассник перешел к физическому насилию. Он караулил меня, нападал на меня, когда я была одна, прижимал меня к стенке, щупал меня за грудь, и когда я пыталась его оттолкнуть, он выкручивал кисти моих рук. Я была в истерике, а он смеялся мне в лицо. Причем он мог напасть на меня, когда я была вместе со своими подружками, но тогда мои подружки просто оставляли меня и уходили. Они думали, что это не их дело, что происходит со мной. С моим агрессором разговаривала классная руководительница, директор школы. Приглашали участкового. Его мать, крупную бизнес-леди, тоже вызывали в школу. Мой старший двоюродный брат также пытался с ним поговорить и объяснить ему, что он не имеет права меня трогать. Более того, моего агрессора не останавливал даже тот факт, что мой отец на тот момент был акимом этого города. Моя семья пыталась решить проблему только законными способами, но все было тщетно. И вот в очередной раз, когда мой агрессор напал на меня, мимо проходил мой друг из параллельного класса. И на мое счастье, этот друг не прошел мимо. Он подбежал, оттащил от меня этого агрессора, потом силой вытащил его с территории школы и там сильно его избил. Он сломал ему нос, поставил синяки под оба глаза и сказал: если ты еще раз тронешь Халиду или кому-либо расскажешь, кто тебя избил, тебе будет еще хуже. И вот только тогда мой агрессор наконец от меня отстал. Он понял, что он тоже уязвим. Он понял, что ни его родители, ни законы, ни школа не смогут его защитить от насилия.
В моей ситуации только насилие смогло остановить насилие. Но так не должно быть в цивилизованном обществе. Если насилие оказывается единственным эффективным способом пресекать насилие, то эта реальность отбрасывает наше общество далеко назад, в Средневековье и даже в первобытный строй, когда действовал принцип «око за око». После этой ситуации я чувствовала себя очень слабой, незащищенной. Чтобы стать физически сильнее, я записалась на бокс. То есть люди приходят в бокс по разным причинам, как вы видите. Но, конечно, это был не выход из ситуации. И именно поэтому я решила стать юристом. Я решила узнать все о своих правах, как я могу защищать себя, как я могу защищать своих близких и помогать другим людям защищать их права. В 23 года я осуществила свою большую мечту. Я прошла конкурс и стала юристом-правозащитником в представительстве Организации Объединенных Наций в Казахстане. В течение 6 лет я занималась защитой прав человека, в том числе прав женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Чаще всего мои женщины, эти жертвы домашнего насилия, мои клиентки, они не осознавали себя жертвами, они не считали себя жертвами как таковыми. Более того, они искренне считали, что их мужья имели право применять к ним силу в так называемых воспитательных целях. Больше всего меня шокировал факт, что, согласно соцопросам, до 50% жертв домашнего насилия в одной из областей Казахстана считают, что они сами виноваты, что они сами спровоцировали своего мужа на насилие, потому что вовремя не приготовили ужин, не спросили разрешения у мужа и вышли на улицу, или задержались в гостях и пришли позже. Что же можем мы сделать, чтобы защитить права женщин в нашей стране? Да, у нас есть закон о профилактике бытового насилия. Да, у нас есть статьи в Уголовном кодексе, и также в Кодексе об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за насилие, за побои, за причинение вреда здоровью. Но проблема в том, что это законодательство не может предупредить нарушение наших прав, не может предупредить нас, чтобы мы не стали жертвой очередного насилия. Получается, агрессор может всю жизнь издеваться над своей женой. Он может ее оскорблять, может угрожать ей применением силы. Она живет в страхе, но полиция может только провести профилактические беседы. Они не могут арестовать этого агрессора или каким-либо образом изолировать его от жертвы. Полиция вмешается только когда жертве уже нанесен ущерб здоровью. А если жертва сама хочет предотвратить насилие, не хочет становиться жертвой насилия и хочет уйти от агрессора, в нашей стране ей практически некуда идти. В нашей стране не существует ни одного государственного приюта для жертв домашнего насилия. У нас есть только частные кризисные центры, но места в них очень ограничены. И они существуют только в крупных городах. И что же тогда делать всем остальным женщинам? Очевидно, что радикальные изменения возможны только при наличии политической воли государства. И пока этой политической воли нет, нашим женщинам по всем регионам нашей страны приходится молчать, терпеть, бояться, жить с агрессором под одной крышей. Но разве так мы должны жить в правовом государстве? Разве так мы должны жить в страхе, что завтра меня изнасилуют и забьют не только меня как женщину, но любого из нас? Хулиганы есть в каждом дворе, а полиция вмешается только уже после совершения преступления. Необходимо учитывать, что, конечно, правонарушения совершаются в любой стране мира, даже в самых демократических и развитых странах. Но тут очень важна реакция государственных органов и общества на такие правонарушения. Если наши законы нас не защищают, если они не работают, если государственные учреждения, полиция, органы опеки, если они не могут нас защитить и предотвратить преступления, тогда мы сами, общество, мы должны мобилизоваться. Мы должны заставить работать эти законы. Мы должны заставить работать государственные органы, выполнять их функции и быть более эффективными в защите наших прав. Так что же мы можем сделать конкретно для более полноценной защиты наших прав человека? Во-первых,
мы должны начать с себя. Проанализируйте свое поведение. Как вы относитесь к другим людям? Соблюдаете ли вы права других людей? Вы должны изучать и знать и свои права, и свои обязанности, чтобы не нарушать права и достоинства других людей. Да, конечно, не каждый готов, и не каждый хочет менять свое поведение. Для кого-то это уже может быть слишком поздно. Но я считаю, что мы можем и мы должны научить наших детей, молодое поколение, знать свои права и уметь их защищать. Тогда мы можем помочь вырастить новое поколение, у которых будет намного выше уровень осознания своих прав и своего человеческого достоинства. Во-вторых, я считаю, что в нашем обществе уже давно назрела острая необходимость ввести обязательный предмет по правам человека в образовательную программу средних общих школ. Не все родители говорят со своими детьми об их правах, а многие родители просто избивают своего ребенка. Поэтому именно школа должна восполнить этот пробел в образовании. Именно школа должна обучить детей их правам. Задумайтесь, мы 11 лет учимся в школе. По несколько лет мы изучаем математику, биологию, физику, химию. Но во взрослой жизни как часто мы пользуемся этими знаниями? Если я не знаю каких-то математических формул, я от этого не буду чувствовать себя хуже или жить хуже. Но если мы не знаем своих прав, как защищать свои права и достоинства, это делает нас еще более уязвимыми и слабыми. Весь ужас в том, что на сегодняшний день в наших школах нет ни одного образовательного предмета, где бы дети подробно изучали свои права, свои обязанности и почему они должны уважать права других людей. У нас есть только один единственный предмет «Человек, общество, право», где дети могут хоть что-то узнать о праве и о своих правах. Но в рамках этой программы есть только 2 часа в 9 классе, когда мы можем что-то узнать о наших правах. Это ничтожно малое время для того, чтобы повлиять на сознание детей, чтобы объяснить им, что значит их права, и чтобы привить им уважение к правам и достоинству других людей. И знаете, я считаю, что очень многие преступления можно было бы предотвратить, если бы эти агрессоры, эти хулиганы, если бы им еще в школе объяснили, почему они должны уважать права других людей и почему они не должны покушаться, посягать на достоинство других людей. А на сегодняшний день агрессоры, насильники, они боятся только наказания. Но если они знают, что можно примириться с жертвой, можно ей дать деньги, можно ее запугать угрозами, то тогда они могут избежать ответственности. И это все развязывает этим насильникам руки. Более того, я призываю все юридическое сообщество нашей страны, практикующие юристы, адвокаты, преподаватели и студенты юридических факультетов. Работайте активнее со школами и преподавайте права человека на бесплатной и добровольной основе. Мы действительно можем внести вклад в улучшение нашей жизни, в улучшение нашего сознания. И в-третьих, я считаю, что мы никогда не должны молчать, когда мы знаем о насилии, совершаемом в отношении детей, женщин и любого человека из уязвимой группы общества. Я счастлива, что я живу в благополучной семье. В моей семье нет места домашнему насилию. Но когда я слышу ожесточенные крики и жалобный плач в соседней квартире, я не могу оставаться безучастной. Я не хочу, чтобы моя дочь считала, что это нормально избивать ребенка в соседней квартире, а я ничего не делаю. Это ненормально, это противозаконно и это варварство. И ничто не может оправдать жестокое насилие в отношении женщин и детей. Никакие воспитательные меры, никакие средневековые традиции, обычаи или религиозные взгляды. Более того, помните, что ребенок с искалеченной и неизлечимой психикой завтра может пополнить ряды этих агрессоров и насильников. Вы задумывались, откуда берутся насильники? Они не приходят из ниоткуда, это все продукт
нашего с вами общества. А мы все с вами, мы родом из детства. И именно поэтому мы должны не закрывать наши глаза, когда мы узнаем о насилии. Я призываю вас не оставаться равнодушными. Что делаю я в таких ситуациях? Если я слышу скандал у соседей, я сразу вызываю полицию. Я могу быть не уверена, что там происходит, но это не важно. Я вызываю полицию и говорю: от моих соседей слышны звуки, характерные звуки борьбы. И у меня есть серьезные основания полагать, что там есть сильно пострадавшие люди. Если полиция долго не едет, я буду звонить 2, 3, 4 раза, но я добьюсь, чтобы полицейские приехали и провели свои профилактические беседы с агрессором. Поймите, у каждого из нас, у нас разный барьер терпимости. Кого-то можно годами истязать, а для кого-то одного кулака хватает, чтобы уйти в другой мир и пополнить эту печальную статистику погибших от домашнего насилия. Кстати, у нас в Казахстане каждый год около 500 женщин умирают от рук своих мужей и близких партнеров. И вы подумайте, сколько детей остаются сиротами в такой семье. Наконец, я хочу объяснить, зачем нам все это надо, для чего мы должны уважать права друг друга. Во-первых, всеобщее уважение прав друг друга и умение защищать свои права позволит нам быть менее уязвимыми в нашем обществе. Это главный способ бороться с нашей уязвимостью. Во-вторых, активно защищая наши права и активно требуя от госорганов соблюдать наши права, охранять нас, таким образом мы помогаем строить правовое государство. И, наконец, наши права, наше ощущение защищенности, наше ощущение достоинства неразрывно связано с нашими ощущениями счастья. Мы не можем быть счастливы, когда наши достоинства унижают. И, конечно же, я призываю всех вас не оставаться равнодушными. В свое время именно неравнодушие моего друга спасло меня от насилия и от унижения моего достоинства. Поступок моего друга дал мне веру, что в нашей жизни есть благородные, настоящие мужчины, которые никогда не пройдут мимо насилия. И я верю в вас. Я верю в лучшее будущее нашей страны. И я верю, что совместными усилиями и активной поддержкой друг друга мы сможем сделать наше общество безопаснее и гуманнее. Спасибо.